Я в Microsoft не устраивалась. Меня оттуда не увольняли. Ну, я пошел в Центробанк. У нас массажист приходит. Тренер — это как салочки, то есть ты можешь засалить другого человека, если... Теперь это тоже тренер. Теперь он тоже тренер. Здравствуйте, вы на канале Дмитрий и Лена. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Елена. О чем мы сегодня поговорим? Сегодня поговорим о устройстве Microsoft, о том, как я устраивался в Microsoft. И также, как тебя уволили с Microsoft. Да, и так же, как меня уволили, да, прям вот выперли из Microsoft. Да, потому что... А почему, мы расскажем дальше. Да, но прежде чем мы поговорим о Microsoft, почему я туда устроился, как я туда устраивался и почему меня оттуда выгнали. Расскажем о нас. Да, немножко расскажем о нас, кто мы такие. Кто мы такие? Мы иммигранты. Мы иммигранты, можно сказать, профессиональные иммигранты. Мы жили во многих странах. Мы жили в Новой Зеландии, в Литве. Сейчас мы живем в Ирландии, мы еще жили в России, почти во всех этих странах мы работали, общались с госорганами. Много чего по этому поводу есть рассказать. Можете посмотреть в предыдущих роликах о том, как обустраивать свой быт, как бороться с депрессией. Ссылки будут где-нибудь наверху слева. Да, но прежде чем мы перейдем к рассказу о Microsoft, что мы сегодня пьем? А что, уже так сразу? Че уж подводку-то делать? Подводку. Нам пришлось даже съездить за водкой для этого коктейля. Коктейль у нас сегодня белый русский. Помню, когда мы встречались в Германии с друзьями, когда я в баре заказала: у вас есть белый русский? White Russian. Мне подружка такая, типа, ты что, хочешь, чтобы тебе плюнули в коктейль? Я такая, что? Потому что я русская? Да нет, ладно. Так, из чего у нас коктейль-то у нас специалист? Водка, кофейный ликер и сливки. Кофейный ликер можно брать вот Мистер Блэк. Это не сладкий кофейный ликер, а можно брать... Мне больше нравится какой-то другой. Колола. Но она закончилась как раз. На мне? Да. Ты мне сделала с нормальным, Да. Сладеньким? Да. Хорошо. Дима пьет обычно такой неразмешанный, а я люблю размешать, чтобы вот это было вот так красивенько. Помню, как в Америке там были в Ниагаре тоже, в баре. Я заказала себе White Russian. Американцы, кстати, такие легко заводят разговоры вообще друг с другом. Им, если что-то интересно или им что-то понравилось, если они, например, юбка какая-нибудь или еще что-то, всегда любой посторонний человек просто скажет тебе: ой, красиво выглядишь. Или если что-то им любопытно, что-то им интересно. Вот тоже проходила девушка такая: ой, а что это такое пьешь? Я такая, типа, White Russian. Он говорит: ой, а можно мне тоже? Я такая бармена попросила. Мне кажется, в Европе не такие. Вот новозеландцы, они... Более открытые. Более, да, кстати, такие более такие же интересные. любопытные и простые. А вот европейцы, они, конечно, такие... У них своя великая история. Да, великие истории. Вот эти страны с великими культурами, они такие. Ай, давай, чок. Чок. Сегодня ты что-то как-то мне подмешал много, по-моему. Да нет. Нет? Что уже сколько я там дней без алкоголя была. Один. Нет, это ты один. Я больше. Я средненько язвенница. Крепко. Точно мне на этот долил? Он как горький. Сливочки вытри с губ. Вкусненько тебе было, да? Я думаю, чё у меня такой сладкий? Ну, я, видимо, когда... Кручу-верчу. Да, кручу-верчу. Вот и перепутал. Поэтому что-то морщишься, вкусно же должно быть, как ты любишь. А потом, ну да, как я люблю. Зато тебе больше теперь досталось. Ты у меня спил треть стакана. Давай вот, White Russian. А много русских работает в Microsoft? Такие же россияне, они же такими считаются великими программистами, хакерами. Русскоговорящих там работает, ну, в среднем столько же, сколько и других европейцев. Не знаю, итальянцев, французов. Ничего такого особенного В русских нет, в да? русских нет. Нет никаких особенностей носителей какого-то уникального кода. Вот, в Джобу побольше любят русскоговорящие. И, наверное, требовательны тоже И вот требовательны, эти да. Восточная Европа. Ну, давай, рассказывай. А почему ты решил устраиваться в Microsoft? Так получилось, что я всю жизнь занимался продуктами Microsoft. Я в России начинал как системный администратор на винде, да, то есть начинал с поддержки пользователей, дальше дорос до старшего системного администратора, потом до РГСА, руководитель группы системного администрирования.
Ты уже забыла, как это было в фаэтоне? У всех были такие аббревиатуры. И после, скольки, 15 лет, 10, ну, короче, после очень долгого времени работы с Microsoft, это было просто логичная, скажем так, прогрессия в моей карьере. Попробовать устроиться в Microsoft и работать в Microsoft. Ну, ты уже не железом занимаешься, Да, а я уже ушел в облако. Когда работал в Новой Зеландии, стал обучаться Microsoftскому облаку, Microsoft Azure, и, соответственно, да, уже устраивался в Microsoft как облачный архитектор. Кто тебе нашел эту вакансию? Вакансию мне нашла Лена. Да, мы когда жили в Литве, в какой-то момент Лена, видимо, сидела и искала себе работу. Да, я решила посмотреть, сколько платят в Литве. Есть ли смысл менять новозеландскую работу? Мы в тот момент работали на Новую Зеландию. Всю нашу историю, почему мы работали в Литве, но Новую Зеландию, вы посмотрите в этом ролике. Также следующее видео у нас будет сравнение жизни Новой Зеландии и Ирландии, где мы сейчас живем. Все плюсы и минусы рассказаны. И вот лежу я такая на диванчике в Литве, смотрю вакансии на LinkedIn. И как-то в Литве не очень много платили. Я такая, наверное, нужно посмотреть какие-то другие страны европейские. UK не очень хотелось, да и сложнее было туда попасть, потому что уже Brexit. И остановилась на Ирландии. Загуглила Microsoft, по Microsoft Azure и Russian. И у меня такая, вот, клауд-архитектор на русскоговорящий рынок. Едиме отправила, что-то твое похоже. Да, я взял, почитал, ну, это было похоже на то, что я все умею, и, собственно, мы решили заплавиться, но перед тем, как оплавиться, мы решили посмотреть, есть ли у нас знакомые в Microsoft, потому что всегда лучше оплавиться, когда у тебя есть кто-то изнутри, кто тебя даже может порекомендовать в Microsoft. Да, в Microsoft даже есть программа, то, что референсов, то, что ты можешь порекомендовать, допустим, на какую-то вакансию своего друга, и если он проходит собеседование, то ты получаешь за это бонус. Не очень большой, но в разных странах по-разному, но все же какой-то приятный денежный бонус. Да, у нас оказался один знакомый, который работает в Microsoft. Дальше он меня порекомендовал. Там в Microsoft, когда, если подаваться на какую-либо вакансию, там у них есть веб-сайт careers@microsoft.com, и там ты можешь податься сам, либо за тебя может податься человек, то есть ты им отправляешь там CV, он за тебя заполняет. Сам немножко глупо, что другой человек заполняет за тебя, но тогда это как бы считается его официальный референс. Дальше заполняется, как на любом сайте поиска работы, твое образование, это, то есть где ты учился, где ты получал какие сертификаты, заполняется работа, где ты работал до этого, какие навыки, скиллы, заполняется, где ты живешь, чтобы показать свое, там, если есть какие-то определенные резидентства, показать резидентство. И дальше это отправляется. Что там удобно на этом сайте, то, что там можно сразу трекать, что происходит с твоей заявкой на эту должность. То есть это не просто как ты отправил и все, и ждешь. Там именно есть статус-бар, грубо говоря, твоей прогрессии. Ты подал заявку, планируется первое интервью, у тебя первое интервью, планируется второе интервью, у тебя второе интервью, ну и в целом в конце там оффер, либо rejected. Заполнять, да, как Дима сказал, что нужно через карьеру Microsoft.com или что-то типа этого. Ссылки все оставлю в описании. Там на этом сайте ты можешь приложить свое CV. CV или резюме? CV, наверное. Да. В чем разница между CV и резюме? CV — это страничек на 3-5 с описанием всех своих достижений. Резюме — это одностраничный формат резюме. Обычно больше популярен в US и в Канаде. В Европе у нас CV любят. Хотя здесь тоже не сам разбираются. Читайте в описании вакансии, да, что от вас хотят. Хотят резюме или хотят CV? Ну, в Microsoft, да, ты подтягиваешь свое CV, оно как-то через пень-колоду заполняет нужные ячейки, ключевые слова, но нужно все равно поправлять там, потому что она не очень всегда хорошо это делает. Заполняешь всю необходимую информацию, и там уже оплаешься. Кстати, очень много корпораций так именно делают, именно через, не через LinkedIn отправить или какие-то другие агрегаторы, а именно через свои сайты, получается. Это очень удобно. Да, это очень неудобно, приходится тебе думать, расписывать, это дольше, чем обычно. Вот, ты заплавился. Да, я заплавился. Потом в течение недели где-то мне позвонили. Это было первое прединтервью, когда тебе звонит HR и просто понимает, чтобы понять, что ты можешь ли ты говорить по-английски, какой твой юридический статус, можешь ты работать или нет, где ты находишься, и то, что ты действительно заплавился на такую позицию, что ты, не знаю, не случайно нажал. Позвонил HR, мы с ней пообщались, она сказала, что все, давайте на первое собеседование.
Первое собеседование, первый раунд — это именно собеседование с HR, где уже более подробно она расспрашивала меня. А было бы по телефону второе? Ну, вот Нет, сейчас. Первое Первое по телефону? Нет. Или Получается, все? первый звонок был по телефону просто, Да-да-да-да-да. а собеседования все были в Teams. Мгм. То есть они сразу, Microsoft Teams, они сразу это... Не в Zoom. Да, не в Zoom, слава богу. Но при этом Дебби, она была не из Microsoft, и это один из таких небольших триксов, как понять, работает человек в Microsoft, либо это какой-то там подрядчик или субподрядчик Microsoft. Это если посмотреть на адрес электронной почты, то там либо V минус никнейм, либо никнейм минус V. Таким образом, что, допустим, если бы я когда работал в Microsoft, у меня был dbezruchka @microsoft.com, а если бы я работал как субподрядчик, у меня был бы dbezruchka минус V @microsoft.com. Что именно значит V? Я не знаю. Мгм. Как-то они virtual называются. Там есть какой-то. Maybe. Это такой небольшой хинт. Допустим, если вы общаетесь с Мгм. поддержкой, очень часто, если вы пишете в поддержку Microsoft, вы можете увидеть, что изначально вам отвечает кто-то с вот этим вот V-никнейм. И понятно, что это пошло к какой-то субподрядчик, который просто у них делает тикеты там первого Ну, это ни уровня. на что не влияет, это просто интересно. Просто интересный факт. Как всегда интересно понять, работает человек в Microsoft или нет. Потому что если человек, который не работает в Microsoft, начинает вам заливать, как ему хорошо работать в Microsoft, да, это ему как хорошо работать на Microsoft, это не в Microsoft. Вот, да, первое собеседование, там уже более подробно рассказывается, почему ты хочешь устроиться в Microsoft, на какую позицию, что ты знаешь о Microsoft. Даже несмотря на то, что Microsoft — это компания, которая мировая, Мгм. все равно нужно чуть-чуть почитать о ней, чтобы... Да, они любят вот эти свои Корпоративные ценности. да, корпорации, чтобы ты их желательно знала или объяснила, что согласен с тем, потому что. Да, ну и в целом... Потому что ценности, они периодически меняются из года в год. Чуть-чуть они меняют главные слова. Ну и да, и нужно просто понимать то, что на первом собеседовании HR, он может не разбираться в вашей там юридической ситуации, но если вы знаете, что вы имеете право работать, Да. нужно сразу говорить об этом. Да, я имею право работать, потому что. И дальше уже HR просто будет в этом уверен, потому что, к примеру, если им начать рассказывать историю, и какой-нибудь, если у вас какая-то определенная виза в какой-то стране. Да, ну, даже, например, есть студенческая виза, у тебя есть право работать, ты говоришь, да, у меня есть студенческая виза, он говорит, нет, мы не поддерживаем, например, мы не спонсируем, я спонсируем. говорю, мне не нужно никакого спонсирования. Лучше сразу говорить просто, да, у меня есть право на работу, не объясняя, какой тип визы у тебя на руках. Ну, если студенческая виза, нужно уточнить, у меня право на работу 20 часов, то есть это part-time. Ну, это даже не обязательно уточнять, ты Да. уже, скорее всего, сам оплаешься на part-time работу. Просто говорить, да, у меня есть виза. Потом они уже, когда дадут тебе оффер и будет подписывать договор, там уже ты предоставишь копию своего паспорта. До этого ничего не надо. Дальше, по-моему, она спросила мне пару таких псевдотехнических вопросов, потому что... Которая она думает, что она... Да, причем, когда развивается. такие HR задают вопросы, они больше смотрят за ключевыми словами, которые вы отвечаете. То есть, Мгм. когда у меня спрашивают... там, Ключевые слова, которые должны быть в самом вакансии в самой. Да, вакансии. Это тоже один из хинтов, прежде чем идти на первое собеседование, просто посмотреть, какие у них ключевые навыки им требуются, и на эти вопросы отвечать, включая эти ключевые навыки. То есть у меня там был ажура, и я, соответственно, что у них требовалось в ажуре, я это ей проговаривал. Да, я работал с такими-то сервисами, да. То есть она, HR, не факт, что понимает, о чем вы говорите, она просто смотрит за ключевыми словами и в целом смотрит на то, насколько уверенно вы себя ведете на первом интервью. Также спросят, почему вы хотите уйти от текущего работодателя, почему именно Microsoft, опять же. Это, скажем так, в моем случае было не так важно, потому что, Azure — это платформа Microsoft, я работаю с Microsoft, логично, что там после 15 лет я хочу устроиться в Microsoft. Но если вы софтверный разработчик, то да, тут нужно будет немножко обосновать, почему вы хотите именно в Microsoft. Также они просто смотрят, что вы адекватный сам из себя, что вы там не понесете никакой пурги, потому Например, не надо говорить, когда вас спрашивать будет, почему вы собираетесь уволиться, почему вы хотите сменить работу, не надо говорить, что они полные вот, идиоты. они такие плохие, моя текущая компания, они меня не ценят, вот жаловаться не надо. Так Нужно говорить, что нет, они прекрасная команда, но я хочу
Ну, роста, дальше, какого-то да. разнообразия, ближе к работе, больше денег, что угодно, но никакого негатива в сторону. Не нужно там говорить, что я с ними сужусь, например. Это вот они очень не любят, работодатели. Как бы это глупо не звучало, да, но у меня, когда искал себе сотрудника, попадались такие, которые, когда начался конфликт на Ближнем Востоке, я там зашел во все чатики, я начал всем рассказывать правду о том, что вот они, другая сторона конфликта, вот такие плохие, они делают то плохое. Ко мне обратились HR и сказали, что не нужно политику приносить в работу. А я же не могу так, я же вижу, что идет, что тут несправедливость творится. И как бы я такой сижу, слушаю его, я его такой поддерживаю. В итоге те полчаса, которые были отведены, минут 20 он рассказывал. Я выслушал его жалобы. Я такой, окей, понятно, спасибо. Было очень интересно узнать. Слышите вашу точку зрения. Почему вы не будете работать в нашей компании? То есть любое интервью, особенно с HR, должно быть полностью на позитиве, несмотря какая там у вас ситуация на текущей работе. Не нужно говорить полностью всю правду. Нужно говорить, потому что я хочу личностного роста, я хочу устроиться в большую компанию, чтобы понять, что у меня было больше возможностей, к примеру, для промоушена, для продвижения по работе, потому что очень часто в маленьких компаниях нет такого продвижения. Можно всегда сказать, что я почитал ценности Microsoft, и они настолько близки. Вот там Сатья Наделла, вот он вообще двигает все вперед, и вот они сейчас там как раз недавно, пару дней назад выложили то, что они там квантовые компьютеры теперь дома могут запускать, то, что им не нужно ничего. Это вот. Отсылка пойдет новая? Как только не решат проблему ошибок. Да. Так сразу. Да, вот. Нам вообще легко было говорить, почему мы решили уйти с предыдущей работы и пойти на новую, потому что нам надоело работать ночами. Потому что я и рассказал, что такая ситуация, я работал в Новой Зеландии, в итоге последние 2 года я работал, мой рабочий день начинался в 6, заканчивался там в 2 ночи. Она такая, я говорю, я такая, понятно, почему вы хотите поменять работу. Да, все ясно. В целом, просто поговорили с ней, она такая, все хорошо, они никогда не скажут вам, как вы прошли интервью. Фидбэк не дадут. Фидбэк дадут в самом конце. Если отказали. И то попросить, если. Да. Дальше через неделю я получил от нее письмо, что да, все нормально, вы прошли первый раунд. Когда вам удобно второй раунд, это уже был с моим менеджером, который мой непосредственный менеджер. Кстати, так не всегда бывает. Иногда может быть либо с сотрудником отдела, с твоим тиммейтом, либо вообще кто-то, кто работает в той же самой области. Мне кажется, должна быть все-таки первая. У меня было с моим менеджером, там уже мы встретились, он мне больше технически поспрашивал вопросы, брифли спросил по моей ситуации, кто я, откуда. Я ему все рассказал, все. Тут нечего даже рассказывать, это обычно техническое интервью. Причем, опять же, это было интервью не с индусами, не с Восточной Европы. Не с Восточной Европы, поэтому это было... Нет, он был с Восточной же, нет? Это Центральная Европа. Простите. Польша — это Центральная Европа. Мой менеджер был из Польши. Так же, как и в страны Балтии, это не Прибалтика, это страны Балтии. Да. И, как мы рассказали в предыдущих роликах, техническое интервью не обязательно должно быть техническим, совсем техническим. Просто нужно уверенно рассказать о том, с какими технологиями вы работали, какие у вас были примеры, кейсы, проекты, в которых вы участвовали, как вы себя там проявляли. Смотреть на вакансию, что требуется от кандидата, и найти какие-то 2-3 примера, 2, наверное, достаточно, проектов, над которыми работали, которые подходят к этой вакансии, и их уже подробно рассказать. Какие вы были молодцы, как вы там все улучшили, всем помогли. И еще у меня, когда там это часовое интервью, на 50-й минуте я уже стал потихоньку брать инициативу на себя и начинать задавать вопросы. А что за команда? В какой области работаем? Как будет выглядеть моя работа? Это тоже, на самом деле... И проекты, да, это обязательно нужно задавать вопросы. Когда у вас спрашивают, есть какие-нибудь вопросы, и вы говорите нет, это очень-очень плохо. Лучше, если у вас нет даже идей. Во-первых, лучше заранее подготовить список вопросов. А если, совсем нет идей, можно там про культуру, например, спросить. Отпуска, переработки или еще что-то. Любые вопросы. Самый банальный вопрос — это какая команда и над каким проектом работаете. Да, и что от меня требуется там ближайшие месяц, 3, полгода. Да, это тоже можно обсудить. Если у вас будет интервью с вашим именно менеджером, с ним сразу можно будет обсудить, какой у вас процесс performance review. Сколько анбординг идет, что требуется на время испытательного срока сделать, и что там дальше на ближайший, может быть, год. Во-первых, самому понимать, чем ты будешь примерно заниматься. Понятно, они там... По ушам оба ездят, да.
Все будет очень интересно, на самом деле, будешь в экселевской табличке сидеть. С одной стороны, тебе по ушам ездишь, что ты по ушам менеджеру ездишь. И у меня причем, что в Microsoft получилось, что я вышел за рамки интервью, потому что я начал задать вопросы, менеджеру стало интересно рассказывать. У меня, по-моему, на 10 минут мы с ним больше проговорили, что вот сейчас с текущим моим работодателем на моем втором интервью, где я общался с моими тиммейтами. Мы там 1,5 часа, что ли, проговорили. Мы там уже под конец, где-то на 40-й минуте, уже начали истории друг другу рассказывать из нашей рабочей, что я начал рассказывать, как у меня там, что в Новой Зеландии какие были случаи, какие в России были случаи, что они начали рассказывать, какие были случаи. Ну, короче, вот Я не знаю, мне когда приходят какие-то случаи с Россией, я не могу их рассказать, потому что они какие-то трэшовые, если честно. Ну, ты выбираешь что-то рассказать. У меня просто приходит на ум только вот это всякое. А третье интервью? Вот, Уже техническое, да? Это третье интервью техническое. Нет, подожди, второй был с Манагером. С Манагером, и оно же было техническим. А после Манагера ни с кем не было больше? Нет, технического больше в Microsoft не было. Третье интервью у меня было именно ролл-плей, ролевая игра. Все понятно. Ну, я поняла. Третье было, но оно было именно такое. Третье уже было с Пино. Это Гузеппо. Итальянец. Да, это не девочка, да? Да, Гузеппо сокращается как Пино. Это просто... Интересно. Да. Это уже был ролл-плей, именно где мне нужно было подготовить, поскольку Microsoft — это Digital Cloud, это именно продажники. Я шел именно как архитектор в помощь, чтобы продавать решения Microsoft. Там у нас был ролл-плей, что я на звонке с клиентом. Пина был как клиент. Интересно. Да, я был как именно, я пришел к клиенту рассказать, что у нас есть, и спросить у клиента, что ему надо. На третьем интервью уже я к нему точно так же готовился. Там, кстати, мне перед третьим интервью выслали небольшую, грубо говоря, не подсказку, а как гайдбук о том, как что такое ролл-плей, как к нему лучше готовиться. Да, я, кстати, слышала много, что Google такие тоже подсказки делает. Кстати, если ты очень понравился HR, то она подсказывает, какие примерно темы... У меня, например, было такое в некоторых компаниях, что она подсказывала, о чем могут спросить на техническом интервью или менеджер. По-моему, мне тоже она говорила, она чуть-чуть мне про менеджера рассказала, и просто... Что ему нравится, как ему это... Что ему нравится, что отвечать и так далее. Я к ролл-плею еще, я как подготовился, поскольку это Microsoft, и поскольку я такой, если встречаться с клиентом, нужно, соответственно, как-то брендировать себя. Я пошел, скачал презентации майкрософтовские, чтобы был, презентация, задний фон, был Microsoft, логотип Microsoft, на звонке в Teams я себе сменил бэкграунд, там же можно, замазка, чтобы это было, как Microsoft выглядело, и просто вот как будто я работаю в Microsoft. Это хорошая идея. Они сказали ролл-плей, давайте ролл-плей. Окей, давайте сыграем. Опять же, это получилось как первый секс, потому что я никогда раньше так не общался напрямую. Потому что, ты технический специалист, это очень сложно продавать. Я не продажник. С клиентами работает. Видимо, я провел это успешно, и после этого... Причем у меня так получилось, что между вторым и третьим интервью мне написали почти сразу, то есть, давайте на третье интервью. А мы куда-то то ли поехали, то ли что-то было. И в итоге я говорю, я на 2 недели не могу. Они такие, окей, не можете. Это еще один из таких примеров, что не нужно показывать, что у вас это единственная возможность, и сразу, что да, я сейчас могу, я могу завтра, в 12 ночи, могу в 12 ночи. Это... Не, когда у тебя спрашивают, сколько нужно, кстати, HR тоже мне всегда спрашивают, сколько нужно доработать, notice period. Я всегда говорю, что у меня там notice period, например, 2 месяца, плюс я еще неделю возьму отдых между работами, чтобы закончить там свои личные дела и отдохнуть перед... И они все без проблем, все хорошо. Вы же себя не на помойке нашли? Да, все-таки это я еще работаю, а не работа ищет меня. Да, и после третьего интервью, причем, все, я уже его прошел, со мной связался HR, уже когда успешно все прошел, мне уже позвонили, даже перед тем, как оффер делать, звонили, сказали, поздравили, я вам все на почту все вышлю. Я такой, окей, хорошо. Мне высылают оффер. Я смотрю на этот оффер, и мне он не нравится. Маловато будет. Да, то есть маловато будет. Они причем спрашивают, сколько я ожидаю. Я им примерно сказал, сколько я ожидаю. Это было меньше ожидания. И там любые большие корпорации сверху насыпают всяких бонусов. Корпорации, они как на
платежном рынке, с ними нужно торговаться. Причем, да, они, вот мы вам и акции подарим. У вас там будет много акций после вестинга этих акций. И вот у нас там и страховка, и PowerPoint прислали со всеми их бенефитами. Но я смотрю, насколько мне платится. Моя зарплата была частично от продажи на регионе, на которой я буду работать. Я тогда выходил как раз на Россию, Белоруссию, да, Казахстан, вот русскоязычный регион. И Балтия не была? Нет. Украина была? Украина была, да. Да. В тот момент была Украина. Вот тебя спросили, ты говоришь по-русски? Или для русскоязычного региона, или даже не спрашивали? А, кстати, по-моему, менеджер сказал, говорю ли я по-русски? Я такой, говорю, да. Он такой, можешь что-нибудь сказать? Я такой, он объяснил то, что я поляк, я понимаю, я не могу говорить. Я пердоле. пердоле. Ладно, это было еще до этого. Да. Ну, типа, что-нибудь просто сказать, что я поляк, я понимаю русский, я не могу говорить на русском, но я понимаю. Я говорю, да, что-то там так, типа, привет, как дела? Да-да-да. Очень так конфьюзно было. И вот я смотрю на эти цифры, которые мне прислали, и мне не нравится. И я отвечаю, то, что извините, но как-то это немножко меньше, чем я рассчитывал. HR такой, а сколько бы вы хотели? Я такой, я примерно рассчитывал на такую сумму. И буквально там через полчаса она вернулась сразу, типа, да, вот. Пожалуйста. Не Можно такую... было еще, думаю, просить больше. Да, наверное, можно было дальше торговаться, но там уже я что-то постеснялся, я побоялся. Просто, да, из-за того, что мы работали на Новой Зеландии, мы знали, сколько зарплата в Новой Зеландии, но мы не знали, сколько платят в Ирландии, насколько уровень жизни здесь дороже, чем в Новой Зеландии. И поэтому как-то вроде окей, для новозеландской зарплаты, да, неплохо. Нет, на самом деле и для европейской зарплаты, зная, сколько европейцы получают. Не знаю, просто идя на Glassdoor тот же, или еще какие-то сайты, где есть типа указание зарплат, там разброс все время там от 30 до 150. И вот как бы вот ты не понимаешь на самом деле сколько. В целом... Потом, когда начинаешь общаться с людьми, особенно там с людьми с госорганов, там, полиции или еще что-то, когда они там получают 36 в год грязными. Ну, понятно, эти бюджетники, они все получают меньше. Не, я с многими людьми тоже общался, что в Microsoft и так далее, то есть там зарплата 2-3 тысячи евро. Европейцы менее привередливые. Плюс у них у всех есть жилье, и они спокойно там ходят с одним телефоном 10 лет. Да, и вот все, мне прислали уже получше цифры, причем на 10, что ли, подняли. Да, но ты вернулся к своему работодателю. Да, я вернулся. Текущему, типа... А вы не хотите мне добавить, может быть, перебить мой оффер? Это следующая стадия, когда ты идешь к своему работодателю, и ждешь от него контр-оффер. Этого не очень любят, но это, в принципе, возможно. Могут ли они перебить то, что тебе предложили в другой компании? Мне не могли, потому что... Ну да, для Новой Зеландии, потому что это было много. Типа ляпуски нас. Надо сфоткать их, да. Ставлю фотографии наших котиков. Да, лапушек наших. И дальше, да, у меня получалась зарплата, поскольку у меня это больше техническая должность, чем продажническая, у меня большую часть была это именно оклад, который постоянный, и остальное это проценты от того, как регион себя проявляет. И акции. И акции. Акции это такая, вот акции все большие компании, они дают, и вот моя текущая, но это такая подстава, потому что... Такая дичь? Нет, это хорошо, конечно, но это так тебя привязывает к компании, потому что тебе дали акции, там, пусть будет на 10 тысяч долларов, но ты не можешь их использовать, ты их не можешь продать, получить деньги. Нет, ты первую треть ты получишь только через год, потом вторую треть еще через год, третью, короче, тебе нужно 4 года проработать, чтобы получить вот эти изначально это зависит от разных компаний. В Microsoft было каждую четверть у тебя вестинг идет акций, и, соответственно, у тебя акции растягиваются. Ты не получил акции свои ни разу? Я получал один раз. Нет. Да, я даже продавал их. Да? Да. А где они? Я их продал, и мы получили из них это, да. Там вестинг начинался после исполнительного срока, и поэтому у меня получилось, что я в год чуть-чуть меньше года проработал, поэтому я до второго вестинга не дошел. Поэтому один кусок акций я чуть-чуть получил. А так акции даются там 4 года вестинга, каждую четверть, каждые 3 месяца они потихоньку тебе добавляются в твой аккаунт, и ты можешь их тратить. И дальше акции в течение 3, 4, 2 лет, зависит от того, это у каждой компании по-своему, они вестятся, ты их получаешь на свой аккаунт, и ты можешь либо их держать, либо продавать. Если продавать сразу, ты с них платишь налоги. В Ирландии, если ты их не продаешь
какое-то время, там сколько, 5 Там лет? каждый год добавляется тебе как будто бы возврат налога этого. Мгм. Если ты продержал у себя 4 года, 4 или 5, 4, Ну, по-моему, года, помню. если полностью продержал, не продавая, без налогов. Да, ты их получается. можешь продать без налогов. В каком-то- Многие не продают. Мы Такой сразу продавали. То есть это выбор каждого. Причем можно, если вы хотите, вам в Microsoft там определенный брокер, если у вас есть свой брокер, допустим, в вашем Перевести мобильном можно. приложении можно перевести Мгм. акции в своего брокера Прикольно. и дальше за ними следить. Ну, можно докупать еще со скидкой какая-то, помню, если ты сотрудник, тоже 10%. скидка. Ну, вот, да, у нас тоже Да. какая-то скидка есть. Ну, Главное помнить, что вы не имеете права играть на эти акции, если вы знаете, что на них может повлиять. ну, у меня, например, называется- блокируется. Да, это называется inside trading, Мгм. и это всегда уголовная ответственность. Если Ну да, ты- если ты знаешь, например, вот как Илон Маск сделал какой-нибудь специальный и Хурму. да. И потом начинает то покупать и продавать свои акции Тесла. Да, то есть если вы знаете, что, Ну, допустим, вы через... же не Илон Маск, да, к вам придут, к Да, нему нет. через неделю у вас там уходит SEO, и об этом будет объявлено через неделю, вы не можете продать ваши акции, зная это, потому что Мгм. это будет манипуляция ценными бумагами. Кстати, Да. в России тоже такое есть. Да везде это есть, это нормальная практика. Вот, работая в Microsoft, ты получаешь кучу бонусов, там Да. у них даже есть Ну, специально... прикольно, там еда есть. Да, там у них Еда есть, там есть 3D-принтеры, там еще какая-то всякая... много разных ресторанов внизу есть, причем там достаточно нормальная еда. Нормальная вкусная еда, стоит не очень дорого, там что-то 5-6 евро, что нам казалось дорого, но теперь мы понимаем, что это совсем, что это очень недорого. В Дублине есть своя пекарня, они пекут хлеб Мгм. каждое утро, на хлебе они там... Ну, вот на рецепт картинке в написал. Гугле там нарисован такой красивый хлеб, типа с печатью на нее, типа выдавлено, как будто Microsoft написано. Ну, таких не продавал. Нет, там Я тебе Microsoft говорю, типа, насыпали. А, да? Ну, это не то. Там Да. именно как будто бы так. Там печатно. формочку посыпали мукой, поднимали, и получалось, что логотип Мгм. Microsoft. Питание, соответственно, всякие снеки тоже бесплатно. Но, говорят, в Гугле кормят бесплатно вообще. У Да. нас все-таки платно. Да, в Microsoft все-таки чуть. И причем там несколько разных кухонь есть. Там есть обычная кухня, есть какая-то что-то вроде бургеров, есть пиццерия. Ну, полезного там такого салатиков именно были? Есть. А, да, было? Да, есть и полезная Конечно. кухня, и есть на каждом этаже автоматы с водой, холодильники с А, всякими. там было такое с лимонадиками. Выбираешь, какой хочешь там себе Да. вкус. Да, это в И- другом здании был. Ты начал работать, когда еще ковидные ограничения не сняты были. Ты удаленно работал или Да, сразу? я в офис? пришел, ковидные ограничения не были сняты, но уже можно было ходить в офис. Но если ты хочешь пойти в офис, ты, во-первых, должен быть привит. В Ирландии Мгм. специальное приложение было, которое давало тебе QR-код. И, во-вторых, ты должен был писать, что ты идешь в офис. То есть заполнять именно бумажку, что... Ну, не бумажку заполнять, а Мгм. онлайн-форму, что ты идешь в офис и будешь сидеть за таким-то столом. Мгм. И да, и можно было идти в офис. Поначалу, соответственно, все было закрыто, все эти рестораны, но потом уже к тому, как ковид заканчивался, все уже совсем открылось, и офис наполнялся людьми. Там парковка бесплатная тоже Да. для сотрудников. А еще какой-то была в Ирландии есть. За велосипед что-то там доплачивают. Ну это да, в Ирландии это не только у Microsoft, Это вообще ирландское. это вообще у любого работодателя можно до 1200 евро купить себе велосипед, и получается, что ты платишь за него. Но это нужно покупать только у специальных продавцов, которые Мгм. в этой схеме, и ты за него платишь до налогов. Ну да, получается, если ты купил велосипед за 1200, тебе вернется, ну пусть будет 600. Да. Ну, если 50... Тебе 50%. не вернется, с тебя просто зарплату. У тебя в зарплатной ведомости это будет идти до налогов. То есть, грубо Ну говоря, да, да, твой да, приход... да. Тебе с этих денег не будет налог Да. начисляться. И там, на самом деле, очень много у Microsoft, если говорить о бенефитах. У них даже есть специальная OneNote страничка, в которой они все перечислены. И там, во-первых, бесплатный Xbox подписка. Xbox подписка. Gold. Да, Мгм. не самый Xbox. Ну там еще есть скидки для сотрудников на всякие Да. софт, тоже на Да. тот же Xbox, по-моему, тоже можно Да, со скидкой. на Все, желе- что продает. Все, что продает Microsoft, там есть внутренний магазин, на котором можно покупать все значительно дешевле. Я вот до сих пор покупаю, поскольку у меня друзья есть, они мне добавили туда, там тоже можно добавить друзей. Я покупаю Microsoft Office 365. 365, и скидка там чуть ли не 90% на него. На железо там тоже мышки, то есть, допустим, мышка, которая в магазине стоит, там, не знаю, 50 евро, у них там за десятку можно Мгм. взять. А какой, кстати, тебе ноутбук выдали от работы? Microsoft? Microsoftский, да. А, и точно, у тебя он грелся сначала, помнишь? Да. Ты вентилятор у меня сбирал. Он у меня грелся, потому что мне нужно было на ноутбуке там запускать докер и прочее, чтобы показывать клиентам, и у меня он просто не вывозил, когда мне это надо было Мгм. делать. В итоге я
как облачный инженер все в облаке в итоге запускал, потому что ноутбуки это вообще было невозможно работать. Ну, на самом деле это логично. Что там еще Так есть? что ты не рекомендуешь майкрософтские? Ну, Нет. дешевый у вас какой-то был совсем? Нет, это Нет? был Surface, но поскольку там куча всяких Ну да. дополнительных программ, типа security клиентов, VPN клиентов и так далее, он все подтормаживал. Ноутбук как ноутбук, то есть для своей работы то, что я делал, мне его хватало. Ну так, да, работодатель Да. все девайсы дает, ноутбук, монитор, мышку, клавиатуру. Да. Мерч какой-нибудь тебе давали? Мерч? Мерч. Да, мне прислали, у меня рюкзак еще. Рюкзак прислали. Всякие бутылочки, по-моему, Бутылочка, блокнотики. рюкзак, вот такое всякое. блокнотик, вот такая всякая мелочевка. Ну, то есть там... Не, нам прикольные, нам одежку давали. Нам и одежку, и носочки. Ну, это не Microsoft, это моя компания. Что там еще из таких бонусов было? У Microsoft есть два офиса. Один центральный, в котором находятся все отвечающие за продажи Microsoft в Ирландии, в Джопарстаун. Большой офис. И рядом по дороге выше есть им технический офис, где сидят разработчики. Ну, там Да. 5 минут пешком. Да, там 5 минут пешком. Ну и, соответственно, в этом техническом офисе там побольше всяких плюшек, там более такая интересная кухня. У них есть как раз этот автомат с кока-колой, в который можно мешать все, что ты хочешь. То есть там ты выбираешь, что ты хочешь, там доктор Пеппер, колу с какими вкусами. То есть там можно взять, не знаю, Даже фанту без со вкусом сахара, блубери. И у них там еще есть 3D-принтеры. Причем у них там разные есть. Есть дешевые, обычные 3D-принтеры, это в которые можно просто прийти и попечатать. Но если пройти обучение, можно пойти там Raisin 3D-принтер. Они, короче, какие-то более навороченные. А мы ходили в какой? Ну, обычные ходили. Это у нас барон сделан на Raisin, который такой гладкий-гладкий, весь, который вообще как будто бы отлит. Всякие такие наши девайсы, который такой наливает. Ну да. У многих компаний, у Microsoft были скидки, к примеру, Hertz, аренда машины, там была аренда всяких путешествий. Ну, в общем, очень много коллабораций. Большинство в Америке, конечно, не в Европе, но OneDrive, который люди... Потому что никто не знает, какие есть бонусы, и поэтому вот так люди в одном месте это все собирали. Что там еще прикольно было? Это, помнишь, они организовывали типа онлайн-митинг, кто хочет приготовить какое-то блюдо. Да. И ты покупаешь по списку эти продукты, и потом этот чек делаешь реимбурс, возвращаешь себе эти расходы. Да, потом присоединяешься к этому митингу, и все вместе как будто бы готовим. Кто-то там повар стоит и объясняет. Онлайн-митинг, тебе высылают, что тебе нужно купить, ты потом этот чек высылаешь обратно, тебе возвращают за это деньги, и вы как бы там, не знаю, 100-200 человек на этих онлайн-митингах сидите и готовите. Ну это как раз, да, они пытались когда развлекать народ, который, когда мы еще... Когда еще карантин был, да. карантин был, потому что это было как раз еще в той квартире. Да. Нет, это была квартира, которую нам Microsoft как раз снял. Какие бонусы мы получили при переезде? Наш Microsoft полностью перевез. Да, Microsoft при переезде заплатил мне, во-первых, бонус за переезд, во-вторых, он... Машину нам дал в аренду. Дал машину в аренду, заплатил первые 3 месяца за аренду недвижимости в Дублине, пока мы ищем. Жилья. И также полностью перевез, все оплатил именно билеты, перевоз вещей. Там даже... Если бы у нас были бы животные, даже если бы у нас была бы лошадь, то Microsoft бы лошадь нашу перевез бы. Да, они на этом собаку съели на всех этих переездах. Ну, у них это очень налажено. И также они за тебя быстрее подались для твоей, как партнеру этого штамм 4. Кстати, да, они на штамм 4, они мне то ли подались, то ли... Они не то, что они мне подались, они меня забронировали на слот, чтобы я пришла. Да, потому что мы в ноябре приехали, а в декабре я уже получила свое первое резидентство на полгода. Сначала, на 5 лет. Но потом они, кстати, эти бонусы немножко подрезали, они перестали перевозить в Ирландию народ, так они сказали, работайте из своего места, потому что в Ирландии начался какой-то кризис жилья. Я не знаю, как сейчас продолжается или нет. Это, я не знаю, перевозят сейчас Microsoft или не перевозят. Цены сотрудников перевозят, а так, да, у Microsoft теперь... всех подряд. Когда я уходил, уже они переставали перевозить, а есть офисы почти по всей Европе, и если вы работаете... Больше, неважно, работаете вы на Ирландию, знаешь, ходите просто в офис польский. Что логично, на самом деле. Еще там рядом с Microsoft есть стадион, и иногда бывает... Скачки именно, конячки. Иногда там конячки, да. Иногда, когда скачки проходят, там можно билеты было выхватить. Ну, там с крыши, если что, видно все равно. Что мне еще понравилось, в Microsoft была хорошая очень страховка. Намного лучше, чем у нас сейчас. Ну, потому что у нас стандартные сейчас дешевые, что у тебя, что у меня. У нас сейчас Irish Life, а в Microsoft была Laya, и там... Ну, в целом, она примерно такая же по всем бенефитам, кроме зубов. Она оплачивала нам 100%, а это оплачивает нам 50%.
100%. Но да, из-за того, что мы тьфу-тьфу, ходим только так, к зубному 2 раза в год, и все. Да, на чистку. Но сейчас мы пошли кровушку сдать. Мы нашли здесь русскоговорящего. Кстати, у нас есть один ролик про депрессию, адаптацию и как нужно не выходить из зоны комфорта, а находить комфорт и создавать комфорт вокруг себя. Смотрите ролик здесь. Вообще, ставьте лайки, подписывайтесь, все такое. Так что мы создаем комфорт вокруг себя, ищем русскоязычных всех, потому что это проще. Мы нашли с Литвы как раз GP, терапевта. Дима с ним на английском продолжал общаться, я такая, нет, do you speak Russian? Я на русском. Мне удобнее на русском. Я не хочу страдать, я знаю термины на русском, поэтому я Да хочу ладно, на мне с ним русском. так забавно было по-английски говорить, я им подсказывал некоторые Да? термины. Ну, как я ему по-русски подсказывала некоторые слова, он, видимо, там у него каша и 3 языков Ну, бедного. видимо, ну да. Ну вот мы отвлеклись. И единственное, что когда все эти бонусы, которые Microsoft предоставляет, он предоставляет под условие, что ты проработаешь 2 года. Если ты уходишь добровольно раньше, то ты должен будешь вернуть бонусы, которые тебе выплатили, и стоимость твоего переезда. Но поскольку меня уволили, Ничего возвращать не нужно. мне ничего возвращать не нужно было. Так, Мне даже Подожди, давай. заплатили за то, что меня уволили. За что ты ушел оттуда. Все-таки вот эту тему, почему тебя уволили, оставим Да. напоследок. Она такая прям интересная. Ну, конечно, интересно. Мало того, что Да вообще. турнули, так еще и денег заплатили, чтобы молчал. Да, но мы там все расскажем. Сертификаты и образование. Тебе не понадобились эти сертификаты микрософтовские? Это вообще надо? На самом деле сертификаты нужны, даже несмотря на то, что они бесполезные. То есть, Те, кто их проходил, они знают, все, кто их приходил сюда, что они знают, что это такая дичь. Несмотря на то, что люди, которые проходили сертификацию, понимают, что это дичь, и что одна фиг не нужна. Расскажем правду? Или нет, у нас будет отдельный ролик про образование, про онлайн-образование, про всякие там курсы и повышение квалификации, вот эти дипломы повышения квалификации. Я же тоже окончила нетологию. А у меня высшее образование это... Тоже онлайн, у тебя какое-то московское что-то там было. Московский Ну, тогда еще и не было технологический таким институт, мейнстримом, или да. как-то вот тогда еще. Да, это еще Это только до началось. скиллбоксов и прочего, да. Да. Ну, у тебя выше, у меня просто диплом, А переквалификация? ну, короче, пересертификация. Вот, как раз и про эти сертификаты все расскажем, все лайфхаки, как их сдавать. А так вообще надо, да? Надо. Во-первых, Нужно и это для- нужно для HR, потому что они по этим сертификациям как минимум понимают, что вы знаете этот топик. То есть у меня, Мгм. я работал с Microsoft, у меня там порядка 15 разных майкрософтских сертификаций. Кстати, да, работая в Microsoft, ты бесплатно можешь проходить сертификации. И обучение, да, и сертификации все эти. LinkedIn тоже, скорее всего, потому что LinkedIn же тоже это майкрософтовская. LinkedIn премиум со скидкой 90%. Но все равно платить надо. Да, там тебе раз в год приходила ссылка. А мне, кстати, на периодически приходят. А вы не хотите все-таки еще раз продлить? Дадим вам месяц бесплатно. Ну да, месяц, а там именно премиум статус на год. Да, во-первых, это нужно для HR, во-вторых, это требование, допустим, Microsoft, если ты работаешь, то они требуют какую-то сертификацию. Ну да, это даже, мне кажется, Базовая показывать какая-то. клиентам, вот у нас сертифицированные специалисты, сотрудники. Да, в-третьих, у нас вот, допустим, сейчас свой бизнес, и поскольку мы оба квалифицированные специалисты, майкрософтские Да, сертифицированные, Дима по своему клауду, я по Да. своей дате. да, у нас получается, что мы тоже от Microsoft, как только у нас будет больше сотрудников, мы Больше будем... 2. Да, больше 2. Мы будем тоже получать какие-то там бонусы от них, потому что Microsoft хочет, чтобы все партнеры, которые с ними работали, тоже были сертифицированы Мгм. Microsoft. Если вам нужен услуги по Microsoft, Да. если вам нужны какие-нибудь услуги по буккипингу, это по бухгалтерии. Есть специалист по здесь ирландскому, будет российскому веб-сайт. законодательству и по эмиратскому, дубайскому. Да, здесь вот наш логотип с нашим сайтом. Так что заходите, подписывайтесь. Можем провести консультацию, если можем, если у вас какие-то вопросы, там, не знаю, нужна помощь, как создать резюме, например, или как какой-нибудь совет по иммиграции, такой именно жизненный совет. Не то, что там на какую визу заплатить. Мы еще в Microsoft, мы же эти сертифицированные тренера. Да. Пока я работал в Microsoft, я получил майкрософтского тренера. И Дальше я такая, я тоже хочу. Да, дальше ты тренер это как салочки, то есть ты можешь засалить другого человека, если Теперь ты тоже тренер. теперь он тоже тренер, да. Не, ну вообще нужно... Я периодически на работе провожу консультации своим коллегам. Да. У меня как тоже. Power BI Это пользоваться, одно например. из требований, чтобы Ну быть да, тренером, да. нужно проводить сессии. Соответственно, это ты не эти просто сессии на бумажка. сайте заполняешь, тебе пишут фидбэк Мгм. тоже, и да, это не просто бумажки. Там Да. мы тренера, мы тренируем Да, людей. ну да. и тоже
так как Дима уже не сотрудник, а я не была сотрудником, мы как тренера можем получать скидки на сертификаты. Вот, так что сертификаты нужны. Если вы собираетесь там идти в какой-нибудь Google, сдавайте сертификации гугловские, Amazon амазоновские, Microsoft майкрософтские и так Да, у далее. меня тоже самое, допустим, коллега из Австралии устраивался на работу, и он устраивался там на работу для работы с Juniper, и ему прям HR намекнул, типа, если у вас там будет какая-то сертификация, вы более будете шорт-лист, более шанс, что вас зашорт-листят. И он такой, все понял, за неделю подготовился перед У своим меня, первым... кстати, тоже так же коллеги, вот именно технари, кто у меня там, два последних моих сотрудника, они Alteryx такой, типа, надо Alteryx? Да, без проблем, еще бесплатный экзамен, пошли, сдали. За неделю он такой быстренько И у нас подготовился. получается, я, Стивен и эти два новеньких, только с сертификатами, остальные Да. зачем он нужен? Мы и так работаем. Это вам надо, чтобы Ну, в целом, устроиться. да, в целом это просто показывает, что ваше отношение к тому, что вы серьезно подходите к этой Не, работе. ну да, вообще, вернемся к сертификатам, хоть они и не всегда прям такие очень сложные, но все равно какое-то время все равно ты потратил, чтобы к ним подготовиться, так что это вызывает уважение. Это лучше, чем вообще, если да. человек ничего не делает. Ну и что сейчас хорошо в майкрософтских сертификациях, то, что их нужно каждый год обновлять, и по факту это раньше как было? Раньше они давались на 2 года и заново сдавать Платно. платно. А да. сейчас бесплатно. А сейчас бесплатно каждый год, год и это продлеваешь. на самом деле очень хорошо, потому что я, когда пересдаю свои сертификации, я узнаю что-то новое, Мгм. потому что они задают вопрос такой, ты идешь, это open book экзамен, и ты такой параллельно идешь гуглишь, что это такое, и такой, вот что это. Они просто еще, Microsoft любит названия своих продуктов, платформ Менять, да. менять периодически. Такие, что это? Это же это вот теперь оно так называется? Да. Так что сертификации нужны, это, в принципе, хорошая вещь, особенно если вы хотите устраиваться, там, если майкрософтские и так далее. Все, у меня закончились вопросы. Все, Теперь последний вопрос. это теперь самый главный. Нет, подожди, давай еще. Это Диме повезло, что он там с этим европейским своим паспортом. У нас есть знакомые, которые после начала СВО, они переезжали из России в Ирландию. Одна в Google устроилась, другая в Microsoft, она просто переезжала с майкрософтским офисом. Так что визы делаются рабочие, проблем нет. Никто по гражданству никого не... Да, даже не после начала дискриминирует. СВО Microsoft все еще делал визы, все еще перевозил людей. Microsoft закрыл офисы, да, и перестал поддерживать клиентов, но стаф он все еще нанимает. Я, кстати, недавно гуглила просто, типа, Russian, сколько увеличилось ли количество вакансий, где требуется русскоязычный саппорт или еще что-нибудь. Начало увеличиваться. ТикТок вот этот, ТикТок прям очень. Револют, по-моему, тоже банк. Кстати, банк Револют самый лучший банк в Европе, так что внизу будет реферальная ссылочка. Ну как, у меня, допустим, у человека там то ли не подал, что ли, то ли что-то. Да, ну они меня тоже, типа, Там у целая вас... драма была. Они меня за месяц предупреждали, что у вас заканчивается ваш вид на жительство. Пожалуйста, подайтесь, пожалуйста, подайтесь. А мне было просто лень сфоткаться, подается. Таком, типа, у вас осталось 3 дня, подайтесь, пожалуйста. Мы вам деньги никуда не денутся, вы просто не сможете ими распоряжаться. Они такие же, ладно, нате вам. Ну, он же заблокировано. выходцем из России откуда-то открыто в Британии. Там кто-то 50 на 50, один, да, я вроде как Да. с русским бэкграундом, кто второй там нет. Говорящий, может быть, Да, из да. Украины, может, из России, не важно. Это не важно, господи, с этими. Понятно, откуда уши из торчат. СССР Да. бывший. Смотришь на местные приложения банка, и понятно, что они местные приложения банка. Смотришь на Револют, сразу видно, Ну, откуда понятно, уши да, торчат. да, что там смесь Тинькова с... Не, ну современные банковские приложения, что Сбер, что Тинькофф, это какой-то такой Алиэкспресс. Я, честно говоря, о Революте тоже не всегда разбираюсь. Да. Я все время ищу, где вот этот сканировать QR-код. Я, видимо, уже из древлянстера становлюсь. Он просто Я переезжает на массаж, периодически. да, я на массаж пришла, я такая, блин, где? У меня же было Pay посередине, теперь где оно? Она такая, вот сюда нажимаешь. Я такая, спасибо. Мне каждый раз, блин, объясняют, где платить. Просто когда новый человек, мне нужно сканировать. А так как если я постоянно к ним хожу, у меня... Не, ну, извини, я открываю просто- приложение, там Райфайзен, у меня там сторис есть. Я такой, что? Я в банк зашел или что? Или початиться? И то же самое в Сбере. В Сбере нет уже приложения. У меня, по крайней мере, нет приложения. Тинькофф там вообще какой-то, Ой, блин, цирк с Тинькофф конями. не знаю. Там каждый раз, как не заходишь в Тинькофф, так... До обновления, как госуслуги, каждый год новое что-то Да, вообще, да. причем полностью. Причем в Тинькофф главное заходить очень аккуратно, чтобы ничего не нажать. Там случайно что-то нажмешь, и тебе, подписочка. Или тебе звонить начинает. Я ваш менеджер. Давайте поговорим. То ли дело, ты заходишь в eBay и сразу видишь, вот
Ну, вот 10 лет назад они это Работает. приложение написали, вот оно до сих пор стабильно, как 10 Мы лет вам назад. отправим бумажное письмо. Да. Да, кстати, один из... как открывается банковский аккаунт в Ирландии, вы подаетесь, вам присылают письмо по почте, вы это письмо открываете, вводите код, и после этого, ага, вы, значит, в Ирландии, ваш адрес подтвержден, значит, мы вам высылаем уже карточку. Карточку. Ну, сначала придет карточка, вы берете карточку, а потом уже придет пин-код. Да, это отдельными двумя Да, письмами. Да. отдельными письмами. И вот я сидишь с этой карточкой. Не, ну на самом деле логично, чтобы 2 письма, грубо говоря, почтальон себе забрал. Да не, нормально, к всему привыкаешь. И на самом деле это даже начинает немножко, ну не то что радовать, но ты понимаешь логику, потому что сколько бы вот я не смотрел с теми же самыми, что-то мы ушли от Microsoft, Не важно. с теми же самыми вот историями, вот тут там в WhatsApp развели, там нейросетью позвонили, здесь в Телеграме какой-то Не знаю, нейросеть мне, во-первых, кружочками скинули. Хорошо в Ирландии. Вот смс-ку отправил. Нет, здесь спам, А дальше позвонил. смс-ковский, но я никуда не перехожу по никаким Ну да, ссылкам. здесь... Я и в России не отвечала никогда, когда мне звонил кто-то незнакомый номер. Есть списки там родственники, муж и прямые работодатели или коллеги. И то я все-таки старалась никому свой личный телефон не давать. Потому что есть рабочий телефон, есть личный. А остальные, кто звонят, да насрать. У меня на моем телефоне российском нет денег, и мне каждый день приходит несколько смс-ок. Вам пытались дозвониться, вам пытались дозвониться. Жалко, что не знаю, так сделать, чтобы с них списывались деньги в мою пользу, за что они мне пытаются дозвониться. Ну и что здесь хорошо? Здесь, если ты хочешь перевести деньги, то, по-моему, максимум ты можешь там 1000 евро перевести. Если у тебя есть... Кстати, что-то где-то лимиты Вот у нас- увеличили, то ли в Waymo. Да, в приложении мне приходило сообщение, Да-да-да, что что теперь можно можно лицом ездить. платить. О. Помнишь, мы, когда пытались только бэушную купить сначала за кэш, Чтобы снять кэш, тут вообще огромные да, мы такие лимиты, решили, да. нет, мы не будем. Мы Там не будем снимать. машину что-то там за 2000 евро смотрели бы уж, ну такой, ну, вроде как договорились, что встретиться кэшем. Он такой, типа, кэшем только. Кэшем. Мы такие, ну ладно, пошли там 600 евро в день или в День, неделю. да. И такие, ну нам придется... А это была суббота, Да. мы договорились, что в воскресенье съездим, мы такие, не, наверное, все-таки мы не поедем. Поэтому здесь, чтобы снять деньги со счета, нужно очень сильно... А если ты хочешь больше определенной суммы, там больше 1000 евро, помню, что мы тебе делали платеж, когда за твою машину, Ты 2 звонил раза. в банк, по-моему, что-то. А когда мы за моргидж платили, Мгм. я шел в банк с распечаткой, с заполненным, кому я хочу, что перевести, сколько денег, по какой причине, там 5000 евро нужно было. По-моему, еще я солiciтору. должна была, потому что это был перевод с общего нашего банк-аккаунта, я должна была еще где-то там расписаться. Да. И поэтому там нам нужно было 5000 евро заплатить ну- солистера, и поэтому вот это целый... Причем нужно как в Сбербанке, где вы счет открывали. Кстати, да, где что-то открывали, туда идите. Туда идите, поэтому, Нет, несмотря на то, что у да. нас АИБ, нам пришлось ехать на наш старый АИБ Адрес, адрес, где мы который открывали, да, изначально, где Microsoft нас в этом поселил. Сэнди Форде. И, соответственно, Туда и едьте. туда приехали мы с этой бумажкой, там такой целый процесс, сели нам все. Не, идеально хорошо, что здесь работодатели вот вообще такие лояльные. Говоришь им, мне нужно к зубному там, или мне нужно вот в банк. А они такие, без проблем, потому что они сами тоже в будни этим всем занимаются, вот уже в выходные не работает ничего. Я живу в Ирландии, и поэтому я тебе могу сказать, что половина покупок, которые я здесь делаю, я звоню в магазин и диктую номер карточки Причем со всеми данными. со всеми данными. Не, ну хорошо, в Революте есть вот эти одноразовые карточки, которые как раз для вот этого и созданы. Но это нормально. Это мы еще в Новой Зеландии так заметили, что Да, это нормально. это было... Это абсолютно нормально, что в Европе, что в Новой Зеландии. Если вы хотите что-то купить, вы просто звоните. туда. Просто не держите на этой карточке, которую вы используете для всех покупок онлайн, не держите все свои деньги. Переводите их сразу с зарплату на какой-то там свой отдельный счет. Я кредиткой плачу. Ну, если у тебя будут какие-то подозрения, какие-то списания, во-первых, тебе Да. придет или смс, или банк сам заблочит. Где-то у нас блочили. У нас блочили на нашей рабочей... Райфайзен у меня блочил постоянно. В отпуск уехала куда-нибудь, мы за вас заблочим на всякий случай. Позвоните бесплатно. Все АИБ такое. тоже иногда, да, когда вы travel, раньше им нужно было давать то, что ты куда-то едешь, у них прямо в приложении, то, что я travel в такую-то страну, они такие, окей. Мгм. Сейчас они просто смс-ку шлют, типа, подтвердите Это 1 или 9. Вы, да. Это Так ваш. что все нормально. Да. Так, подожди, мы про Microsoft рассказали, про Google все нормально. Про то, что почему меня уволили. Да подожди ты. Ну, кстати, Мы прям так затягиваем, у чтобы до меня конца. было собеседование. А, кстати, я еще хотел сказать, вот эта штука, это просто идеальная вещь для прохождения интервью везде. Это плейт, ты крепишь ее сзади на телефон,
и ты можешь записывать, и он делает именно заметки, то, что вы говорите. Summary твоего. Summary твоего. Он и весь текст, по-моему, делает, и summary. Да, он записывает голос, а потом его просто транскрибирует. Просто идеальная штука для того, чтобы понимать, где вы, возможно, ответили неправильно, либо как... Или о чем вообще говорили, о чем вообще говорили, потому что иногда можешь переволноваться и не понять идеально. На всех языках. Да? Ссылочку мы оставим в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, там будет много-много разной информации полезной. То, о чем мы говорили в этом ролике, что мы забыли упомянуть, все будет там. Смешные истории, дополнительные линки, ссылки на всякие наши блуперсы и другие социальные сети, Бусти, Patreon и так далее. Так что присоединяйтесь к нашему дружному комьюнити. Да. Так, ну что, все? Ну так что ж тебя с такой прекрасной работой, должности такого великого специалиста-то уволили-то? Почему меня из Microsoft попросили? Когда все это началось в 2022 году, соответственно, Microsoft всех, кто работал на российский рынок, собрал. Сказал, ну вот, ребята, против России ввелись санкции, поэтому у вас пока работы нету. У нас где-то месяц сначала просто, даже без отпуска, без ничего, мы просто получали зарплату. Просто сидели, ничего. Нет, у вас там немножко кого-то перевели помогать Да, я сам попросился. Да. Ты сам попросился? Я сам попросился. Я тогда как раз, поскольку русскоговорящий, предложил, давайте я на Украину поработаю, помогал в Украине. Microsoft там тоже предлагал всякие. Ну, украинцы с тобой разговаривали на русском? Кто-то разговаривал, кто-то нет, поэтому мы переходили на английском. Ну, не было такого, потому что кто-то там, не помню, кто-то говорил, что у них в чатике, если украинцы, они начали разговаривать между собой и писать переписку на украинском. А в чатике, простите, есть русскоговорящие, но не россияне. Есть там из той же Балтии, из того же Казахстана, и которые украинские, ну, как бы знать не знают и знать не обязаны. По факту просто перешли на английский язык и все. Да, и как бы их попросили, ну, если вы не хотите на русском, значит, все на английском общаетесь. И где-то пару месяцев я проработал именно в таком состоянии. Тут помогал, там помогал. Бран, это из Словакии парень, ему на его на словацкий рынок, соответственно, по-английскому там приходил, про Kubernetes рассказывал. На греческий рынок тоже. Ну, в общем, у меня в команде было люди, которые работали на Греки, на Словакию, на Испанию им ходил, помогал. Ну, мне нечем заняться. Ну, все думали, что это ненадолго. Да, все думали, что ненадолго. В итоге это затянулось, и где-то через полгода нас опять же всех собрали. Я уже тогда начал ходить по другим работам, потому что понимал, что чудес не бывает, и нас бесконечно не будут держать так в подвешенном состоянии. И нас через полгода собрали. Ну все, ребята, мы вас отпускаем на вольные хлеба, ваши позиции сокращаются. И поскольку я проработал меньше 2 лет, мне ничего не обязаны были выплачивать. В Ирландии есть закон, если проработал больше 2 лет, обязаны redundancy бонус выплачивать. Чем больше работал, тем больше бонус. И нам Microsoft такой, типа, мы вас всех распускаем, мы просто вам выдаем redundancy для того, чтобы вы не сильно плакали. Вам выдается 2 месяца, чтобы поискать работу внутри Microsoft. Но мне не повезло, потому что я попал как раз между финансовыми годами, и там был hiring freeze, никого не нанимали нигде. И еще такая фигня была, что они могли бы тебя набрать, вот когда следующий хайринг бы случился, но условие того, что ты не работал в предыдущий год в Microsoft уже, там, что там такое была система, непонятно. Это была система, и по факту я даже прошел пару собеседований на внутренней вакансии, там на сетевого инженера, еще куда-то, и у меня менеджер говорит, да, все прошел, но все, у меня позиция, я просто не могу ее закрыть, потому что у нас все, у нас фриз, мы никого не нанимаем. Нет, на самом деле, с точки зрения того, как появился Microsoft, он появился очень хорошо. Он сразу рассказал и предложил услуги поиска работы, именно предложил, вот у нас есть вакансии, тут вообще никаких претензий нету. Ну и потом... Да, и ничто не в один день, а все-таки заранее, вот вам несколько месяцев. И потом, да, просто всем бонусы выплатили, те, кто увольняются, и бонус был хороший, и при этом в Ирландии раз в 10 лет ты можешь с этого бонуса не платить налоги, поэтому все деньги, которые я получил, они мне без налогов сразу отдались. Microsoft тогда еще нам давал, кроме того, что помог мне податься на резидентство, он еще какой-то там экономические и юридические консультации оказывал, КПМГ или еще что-то. КПМГ, да, господи, это такая дичь. Такие неквалифицированные специалисты. Да, они как... Да, только перепроверяйте эту информацию 100 раз, если вам что-то говорит. Когда с Литвы переезжал, поскольку ситуация у нас была такая, да, мы жили в Литве, работали в Новую Зеландию. Налоги платили в Новой Зеландии, потому что мы резидентами налоговыми были российскими, потому что мы полгода последние прожили в России. Такая ситуация, нет, они не сказали все неправильно, мы сами перепроверили, и все. Да, так что... Благо, несмотря на то, что, да, это КПМГ, это большая четверка, но
там тоже такие же лапти работают. Ну, там работает чаще всего молодежь, и они очень перерабатывают за не очень большую зарплату. У нас по жизни какие-то кейсы особенные. Да, мы, если что, всегда пишем или звоним в всякие органы напрямую. Пусть они нам дают официальный ответ, что делать нам и куда налоги платить. Да, и причем то же самое было, когда я общался именно с ирландскими КПМГшниками. У меня было 2 КПМГ, один раз с литовскими, когда я переезжал как бы из Литвы, а второй раз с ирландскими, когда я переезжал как бы в Ирландию. Им тоже начал объяснять ситуацию, они такие, типа, не-не-не, все типа это. Да-да-да. Не, было еще, то ли это, Лиза, по-моему, тогда спросила у нас тоже, ей сказали КПМГ вот это, мы сказали, нет, не так и происходит. Да. То это, да, не только нам не повезло. Это у нас просто опыта много, мы понимаем. Что... Еще один совет на то, что как вести любые переговоры, либо если вы видите, что человек несет дичь, не останавливайте его. Да, пусть он полностью выскажется, чтобы мы полностью понимали, насколько он не специалист. Да, а дальше, если вы уже поняли, что... Сказать, да-да-да, спасибо. Да, и дальше самим все сделай сам. Не нужно пытаться человека переубедить, что он неправильно говорит. Не нужно ругаться с ним, не нужно переубеждать, не нужно говорить, что он неквалифицированный. Как котенка его в говно тыкать, нет. Ни ему неприятно, ни вам неприятно. А я говорил, вот это не надо, некрасиво. Вот это самое худшее, I told you so. Вот это вот вообще нельзя. Я иногда говорю, но я сразу ржу после этого. Но я обычно просто это говорю, когда какой-то... Я говорил. Как раз я к этому моменту уже был готов. И причем я даже нашел работу, когда я еще ездил в центр. У тебя же было не один оффер, кстати. Да. Я когда еще получил оффер здесь, в центре какая-то... Ты неплохая, да, вроде компания, но немножко платила не сильно. Платила больше, чем Microsoft, но меньше, чем я получаю сейчас. Но при этом я же хотел, чтобы меня с Microsoft попросили. Да, я тебе тянул время. И я с ними тянул такой, типа, ну знаете... Мне еще пока не сказали в Microsoft. Я, короче, их там где-то месяц динамил, и потом уже позвонил, сказал, типа, ребята, у нас что-то непонятно, что в Microsoft происходит, я все еще работаю, мне все еще ничего не сказали, что если у вас есть кто-то другой кандидат, вы ему отдайте. Ну, чтобы совсем уж некрасиво не поступать. Даже это меньше месяца, 2 недели прошло, по-моему. Я хотел, чтобы меня Microsoft уволил, потому что я знал, что ожидать. Здесь не могут попросить по собственному, здесь это будет redundancy. Поэтому здесь... Напиши, уволься. Да, здесь нет, такого не будет. Нет, если здесь тебе такое говорят, то такой... И в трудовую инспекцию. Сразу причем, вот вообще не думай. И после этого работодатель так здесь... В общем, он будет очень не рад, что он попросил тебя по собственному. Вот вообще не рад. Знайте свои права, особенно рабочие. Ну, например, помнишь, мы пытались добиться возврата наших денег? Где мы там на английский ходили? Были такие курсы, давно уже, там, не знаю, лет 7 назад. Что если ты марафон 3 месяца пройдешь и каждый день не пропустишь ни одно занятие, тебе стоимость вот этих 3 месяцев вернется потом обратно на карточку. Тебе вернулось? Мне вернулось, да, потому что у нас были тогда не точка, Рокетбанк тогда был, еще какой-то недобанк. Мне вернулось, а они в тот момент сказали как раз, что... Скрутились или закрывались? Они закрывались, и российских клиентов всех автоматически перевели в банк открытия, по-моему, а всех иностранных клиентов, они просто закрыли счета. Да. И возврата, так как это учебное заведение по-английскому вот это дело именно возврат такого же платежа, они вернулись на тот же счет, который были. Обратно им не вернулись. Поэтому у меня по факту... Они где-то застряли на стороне вот Рокетбанка или открытия. Рокетбанк это всегда был бранч открытия, это не был независимым банком, он везде открытием был. И да, и по факту деньги вернулись обратно в открытие, но поскольку такого счета нету, эти деньги попали куда-то на неизвестные платежи. Да. Обратно они их не вернули. Я писал в поддержку Рокета. Рокет такой, все, обращайтесь в открытие тогда. Причем у меня был знакомый в Рокете, я ему написал, он такой, какая-то дурная ситуация, но я поспрашиваю, в общем, такие, идите в открытие. Идите в бранч вообще. Я начал писать в бранч открытия. Они такие, идите, вам нужно написать заявление. Я пошел, написал заявление. Мы тогда еще этим занимались, еще когда мы в Новой Зеландии были, а потом мы приехали в Россию, в этот отпуск, наш мини-отпуск, и пошли все у нас. Теперь мы уже застряли там, у нас было времени много, и мы начали ходить по этому. Я пришел, написал заявление в открытие. В открытии мое заявление приняли, потом его рассматривали, потом мне дали ответ, что то ли не знаем, то ли, какой-то... У нас нет, мы не видим, мы не знаем. А это было, простите, 36 тысяч на 2020. Да это уже на тот момент стало уже таким принципиальным. Да, это уже принцип. Я такой, раз никто не может решить мою проблему, я пошел в Центробанк. Кто у нас начальник над банками?
значение. Я пошел в Центробанк, Писюльку написал написал свою писюльку. Мне буквально там через неделю мне написали из открытия, что все нашлось. Нет, не так. Сначала Центробанк тебе ответил, что это типа немножко не наша Да, это не наша, зона ответственности, Да. но мы со своей стороны отправим запрос в открытие. Потом мне сразу из открытия деньги нашлись, приходите в банк забирайте. И потом Тебе, мне этот... вот это тоже сотрудник тоже, ты что там устроил? Потом мне этот Гоша пишет, да, мы уже тут слышали историю о том, что Центробанк обратился в открытие. Это было просто одно письмо, ну со всем объяснением, что... Это было не письмо, это онлайн-форма. Ну да. Онлайн-форму заполнил. Да. Здесь то же самое. У нас такая же история, да, здесь была с твоим этим видножительством, господи, с резидентской визой. Нас иммиграция динамила, мы такие... На письма она не отвечала, телефона у них нет, чтобы позвонить. Да. Это было как раз после начала СВО, сюда приехало еще много беженцев, они, конечно, не успевали обработать все эти документы. Ну, простите, у меня же заканчивается моя текущая, вы хотя бы ответьте. Я понимаю, что у меня есть бумажка, что оно в стадии рассмотрения, как бы все нормально, я легально здесь, но я же хочу путешествовать. Да, карточка же уже заканчивается. Да, я с этой бумажкой, что я где буду там на границах везде тыкать, что у меня бумажка? Нет. Мы пошли, я такой, ну ладно, иммиграция раз мне отвечает, что нужно делать? Ну, кто у нас? Депутат есть. Нам как раз депутат засунул бумажку, то, что выборы у них. Мы такие, я такой, отлично, все, пойду с депутатом пообщаюсь. Написал депутату, он такой, да, хорошо. Потом я смотрел выписки у них из ДОЛ, из местного парламента. Там, да, этот депутат во время заседания местного парламента задал вопрос по таким-то людям. Да. Ему министр Justice ответил, что большой бэклог, но она разберется. И сразу через пару дней люди ответили. Пришло письмо, да, все нормально. Рассмотрено, ждите, скоро вам пришлют. Всегда как в старой доброй присказке. Если вас топят соседи сверху, включайте кран и топите соседей снизу. Не бойтесь делегировать. Так что, да, не бойтесь эскалировать. Если вас где-то кто-то игнорит, всегда есть, в любой бюрократии, всегда есть высший начальник, всегда есть куда пожаловаться. Если у вас в налоговой игнорит, идите в госуслуги, пишите запрос. Потому что мне тоже в налоговой в России, когда у меня было ИП... Нет, подожди, не ИП было. Что ты с твоими писюльками? Да. Я уж не помню, что там было. Тоже какой-то... То ли налоговый вычет, то ли еще что-то, нет? Да, что-то с вычетом связано. То ли мне не платили, то ли я не понимал, как это оформить, то ли потому что я литовский... Нет, по-моему, прошло уже больше времени, сколько надо. У них есть на обработку налогового вычета, там, ну, не знаю, пусть будет 30 дней рабочих, не знаю, не помню уже сколько. Статус такой же, без изменения, и ничего. Такой, у них куда форма? У них же нет, по крайней мере, на тот момент не было, простите, именно конкретно по этой форме. У них есть одна общая форма задать любой вопрос. Вот Дима туда задал вопрос свой. Я пошел, дописал свой запрос. Мне через какое-то время, там, буквально тоже в течение недели, позвонили, недовольная женщина, почему я их смею беспокоить, то, что вот так и так. Говорит, ну так вы же не платите. Вот у вас там чего-то не хватает. Так написали бы. Сказали бы мне об этом. Я говорю, хорошо, я это сейчас получу. Да, по-моему, что-то по зубам. Не хватало какой-то справки. Хорошо, как мне послать? Ну вот где вы свою писюльку писали, там вы нам и отправьте. Я говорю, ну вы мне ответьте, и я вам отправлю. Все, что вы мне сейчас позвонили, сказали, вы мне это напишите, ответьте на мое обращение. И я вам все отправлю. Ну, что, да, они должны написать запрос, и ты должен уже отправить. А так получается, как будто бы ты виноват. В любой бюрократии они очень не любят, когда к ним пишут заявки, потому что они обязаны на них отвечать. Причем на имейл не очень обязаны, а вот... Не, именно те заявки, которые через официальные сайты, где у них есть счетчик эффективности, KPI. Да. Вот такая вот история, как я устроился работать в Microsoft, как я ушел из Microsoft. Ну, ты бы рекомендовал работать в Microsoft? Большая компания? Или для кого это? Для более молодых, более... Ну, да, это очень хорошо работает для молодых, потому что очень быстро набирается опыт. Если вы любите общаться с людьми, вам нужно Microsoft социализироваться. Очень любят, когда люди социализируются. Платят там в целом меньше, чем по рынку, досыпают бонусами, но если деньги стоят не во главе угла, то да, в Microsoft работать хорошо, там очень хороший environment, там очень хорошие люди на самом деле работают. Офисы хорошие. Да. Очень хорошие офисы, да, очень современные, очень можно экономить деньги на еде. Ой, там даже есть, там были такие не люльки, а типа капсулы, где можно там... Да, капсула для сна. Типа полчасика, не то что вздремнуть, но полежать, отдохнуть, медитацию такую послушать. В офис прям приходят окулисты, приходят доктора. Там. О, а у нас массажист приходил. Да, там вот это все есть. Очень часто ивенты всякие проводят, так что да, в целом в Microsoft работает хорошо. Да, деньги получаешь меньше, но при этом, если нравится work-life balance... Сейчас вот будут слушать мои родители, когда мы работали в России ВКонтакте,
ВКонтакте, и когда мы говорили, что типа, ну нет, работа, где нет бесплатных печенья, кофе, чая и кормежки, это ну не работа, не офис. И нам говорили, что мы зажрались. А теперь такой, у нас массажист приходит, у нас там эти акции, там еще что-то там. Массовики-затейники нам это Да, у нас там устраивают. карты Таро приходили, ну и, блин, в тот момент не пришла. А, там перед Новым годом у нас, например, делали вино вот этот рождественский, потом в этом году делали Печеньки, печеньки джинджер. всякие. Да, зажрались. Чем больше даешь, тем больше Ну, хочется. вот я сейчас работаю, у меня ничего этого нету. У меня нет ни Зато офиса, всё ни есть печенья, деньги. зато у меня есть очень много денег. А у меня постоянно командировки. Ну, кстати, у тебя тоже командировки есть? Да. Не, у меня куча ивентов. Хочу это и хожу, и вот это своей рабочей карточкой везде. Платить. Не, я везде свои плачу, но потом не возвращаю. А, не, ну у меня же такие корпорации. Это ты там в своем стартапе. Давай summary. Работа в Microsoft и в любых корпорациях хорошо, но лучше, если быть молодым или компанейским. Если хочешь денег, то лучше идти какие-то более стартапы. Европейские компании лучше, чем американские, потому что все-таки есть защита прав работников. Да, в Европе больше life balance, в Америке больше work balance. Work balance, да. Если у вас есть какие-то еще дополнительные вопросы, вы можете нам написать в Телеграме. Подписывайся на наш Телеграм, социальные сети все будут в описании и в нашем Телеграме. Чем больше вопросов, тем больше роликов. И пишите в комментариях внизу, что бы вам интересно было послушать еще от нас. Расскажите еще о вашем опыте, если нам просто Да. интересно, как кто с чем еще сталкивался при Да. переездах. Да и не только при переездах, просто интересно, что у людей происходит в жизни. Заживем как в этом. Это как в раю. Поэтому спасибо, что слушали. Подписывайтесь, ставьте лайки. Рецепт тоже будет в нашем Телеграм-канале. Всем спасибо. Всем пока. Кат. Ugh.